Друзья, добрый день! Вы находитесь на канале компании Теплострой. Меня зовут Владислав, и мы на тест-обзоре Astov 5070 Kiwi в исполнении МК Металл Камень. Сегодня мы рассмотрим эту печку, рассмотрим ее вариации, рассмотрим ее комплектации, в каких комплектациях она может быть представлена. Потопим, посмотрим на красоту горения, и я расскажу некоторые характеристики, которыми обладает эта печка. Давайте обо всем разбираться по порядку. Astov Kiwi получила свое название благодаря аккумулятивному камню, так называемому камню Tolle-Kiwi. В нашем исполнении это печь-камин. Сделана камню талькомагнезит, талькохлорид. Три разные вариации камней. Это пироксенит в двух вариациях, то есть это у нас получается обычный шлифованный, и антик, песчаник и талькомагнезит, как в нашем исполнении. Печки также могут быть на 5 ярусов представлены камней, то есть у нас получается будет нижний вот этот вот, 3 верхних и один еще верхний, либо в компоновке с 7 ярусами, то есть это 2 нижних, 2 верхних и 3 посередине. Топки во всех печах Kiwi будут одинаковые. Выдавать все печи будут 6 киловатт, и вес также у них будет разниться ввиду того, что они могут быть полностью в исполнении с камнем. Боковые и фронтальные стенки у нас полностью будут выполнены в камне, также задняя стенка в камне. Либо в упрощенном варианте, например, как у нас, камень по бокам и металл спереди и сзади. Выход у всех печей будет 150 мм в диаметре. Также опционально в печах Kiwi это все обговаривается на этапе заказа. Мы можем сделать задний выход дымохода, либо верхний. В нашем варианте это верхний, он идет по стандарту. И дополнительно можно подать воздух из другого помещения. То есть на задней стенке там есть такой патрубок специальный. И в случае необходимости можно прям по заводу прописать, что в заказе будет подводка воздуха извне, и тогда в камне сделают отверстие для того, чтобы мы подали воздух из другого помещения, либо с улицы. В нашем варианте воздух берется из помещения, то есть у нас есть вот такие вот специальные отверстия снизу на печи, и благодаря им печь набирает в себя воздух. В чем прелесть этого аккумулятивного камня? Во-первых, толщина камня 40 мм, массы печей они могут варьироваться от 280 кг до 490 кг. Соответственно, печь, когда мы ее топим, она начинает сразу же генерировать тепло. Помимо того, что она генерирует тепло, камень на себя часть этого тепла забирает и отдает его уже после того, как мы полностью, получается, протопили нашу топку. Это отличный вариант для отопления какого-то помещения, там 70, 80 и даже 90 квадратов. Вот с такой вот печкой отопить можно, причем этот камень останется теплым очень долгое время. Буквально там, может быть, 6-7 часов от него после топки еще будет исходить тепло. Приток воздуха в эту печь, и как в принципе во всех остальных печах Astov, будет регулироваться всего одним вот таким вот рычажком. Мы уже видим на корпусе нашей печи Kiwi такую же привычную ручку, как на R1. Мне она очень сильно нравится, но есть у нее относительно R1 несколько отличительных особенностей. Дверка у нас сейчас, получается, приоткрыта, и она никуда не доводится. То есть в случае чего просто захлопываем ее также. Механизмы, которые запирают дверку, работают замечательно. Здесь использован тот же самый механизм с пружинкой, который использован на, в принципе, всех печах Astov. Топочная камера. Сейчас в ней лежит полено 45 сантиметров, то есть оно у меня в руках. Классно, что камера в этой печи, она больше, чем в R1, и сюда помещаются поленья, достаточно большого уже размера, то есть приличного. То есть если для R1 это особенность, что у нее маленькие поленья, здесь засунуть полено 40 сантиметров и даже 45, это уже не является какой-либо проблемой или особенностью. Также подача воздуха у нее сделана на стекло. Дверка этой печи сделана также, в принципе, классно. У меня к ней нет никаких вопросов. Использован тот же самый керамический шнур специальный, который прижимает эту дверку плотно, и подсосов воздуха
благодаря шнуру и конструктиву дверки нет. Само стекло держится на вот таких вот зажимах. Их здесь 4 штуки получается. И стекло имеет такую некоторую шелкографию, которая скрывает за собой конструктивную часть дверки. Топка этой печи, как и топка всех печей Астов, сделана из вермикулита высокой плотности. И печь подового горения. У нее нет колосника, и воздух подается сверху. Здесь трехъярусная подача воздуха подается на заднюю стенку снизу и на заднюю стенку сверху. Печь окрашена очень такой интересной краской. Мы видим, что она имеет такую некоторую шершавую поверхность и с такими блестками. Прям мне очень нравится, как это выглядит. Трогать это очень приятно. Топка высокая и классическое подовое горение, плюс это теплоаккумулятивная печь. Конечно, каждая печь, она уникальна по-своему. В этой печи меня больше всего привлекает количество камня, которое в ней есть. И здесь массы самого камня больше 200 килограмм. Даже если рассматривать там самую базовую версию, например, 7МК, в нашем варианте здесь камня точно больше 200 килограмм. Качество камня, качество обработки камня очень на высоком уровне. Здесь все скосы, все уголки, все сделано правильно, все подогнано. Печь приезжает полностью фактически вот в том виде, в котором вы ее видите. То есть здесь уже доустанавливать что-то нет никакой необходимости, все собирается идеально. Заметил одну особенность: регулировка подачи воздуха в этой печи вообще бесшумно работает. То есть если на R1 она хоть как-то показывает, что она регулировка, здесь она просто максимально бесшумная, максимально плавная. Давайте ее наконец разожжем, посмотрим, как она горит, и посмотрим, как нагревается камень. Сегодня замеров, я думаю, по температуркам делать не будем, сделаем это в каком-то стресс-тесте. Так, на всякий случай взял рулеточку, чтобы померить полено, которое уже стоит здесь. Здесь около 45 сантиметров. Камера Киви прям мне очень сильно нравится. Вот 45 сантиметров, пожалуйста. Закладывается к задней части топки. Топка здесь скошенная, поэтому чем ближе к стеклу, тем выше можно полено положить. Друзья, у нас сейчас как раз 2/3 топки. Я взял немножечко щепочек, и мы начинаем растопку. Растапливать будем сверху. Напишите в комментариях, кстати, почему лучше растапливать печь сверху. Друзья, наши дрова уже разгорелись. Мы сейчас можем показать вам красоту горения. С печью сейчас находиться в принципе комфортно, то есть прошло максимум полчаса от начала топки. Сейчас видно, как с задней стенки идет дождик дымовых газов, при том, что у нас полностью открытая регулировка на горение на 100%. Сейчас я буду подзажимать. Мы убавили примерно 60%. Горение стало менее интенсивным, показывает лишний раз то, что камера наша герметична. Видно, что на полностью зажатой регулировке стекло у нас не коптится. В таком режиме печь может работать и 4, и 5 часов. Если мы 2/3 топки закладываем, то 4-5 часов она в принципе работает. Конечно, такого красивого эффекта горения, как на печах R1 или в серии, возможно, не получится, но это изделие направлено немного на другой вид отопления. От печи исходит очень комфортное тепло, у нее не нагреваются особо вот эти вот части сейчас. Ее можно сейчас спокойно потрогать, вот эти части, руками. Я более чем уверен, что если бы фронтальные и задние части были в камне, их тоже можно было бы сейчас очень легко потрогать. Примерно минуту я сейчас с вами говорил, печь фактически затухла. Давайте ей дадим немножечко кислороду внутрь. Вот опять с задней стенки пошел дождик. Сам камень еще пока не полностью нагрелся, но чувствуется, что градусов здесь вот уже на вот этом блоке и вот на этом около 50 градусов есть. По истечении 2-3 часов вот эти камни, которые рядом с топкой, они нагреваются до все градусов до 75-80 и отдают тепло очень долгое время.
теплоемкость талькомагнезита, талькохлорита, пироксенита или песчаника, она в 2,5 раза выше, чем обыкновенная теплоемкость кирпича. Это тоже очень важно, потому что здесь массы много, и, соответственно, теплоаккумулятивность от этих камней будет выше, чем от кирпича в той же массе. Ручка, как и в случае с печью R1, абсолютно такая же. Она совсем не нагревается. То есть даже вот эта часть через 40 минут топки, я вот ее спокойно держу рукой. Понятно, что через часа полтора здесь уже взяться будет тяжелее, но здесь и через 6, и через 7 часов топки можно будет легко держаться абсолютно за ручку и также подкладывать дрова. Как и на всех печах Астов, очень чистое горение, прям максимально такое, от которого не отвести своих глаз. Друзья, обычно мы вот этот прибор не используем в наших тест-обзорах, но сегодня из-за того, что у нас печь аккумулятивная и сами камни они аккумулятивные, мы померяем температуру камня. Сейчас прошло примерно 1,5 часа с начала растопки. Давайте я померю каждую секцию этой печи. Снизу первые 2 секции, они у нас будут обычной температуры, это 29-30 градусов. Секция, где начинается топка, 51 градус. И далее каждая, получается, 55. Следующая, то есть это посередине топки. Сверху топки 80 градусов. То есть за нее держаться еще, в принципе, ну так уже тяжело, но можно. Верхний 72. И самый верхний 61 градус. Все-таки как комфортно с ней находиться рядом. У нее такое мягкое тепло. То есть если мы находимся с какой-то другой печью, у которой там стальной кожух, тепло ощущается абсолютно по-другому. Я стою вот здесь, вот, то есть, ну вот, пожалуйста, рука. И абсолютно комфортно, то есть нет никакого обжигающего тепла или такое ощущение, что у меня сейчас лицо красного цвета станет. Такого ощущения нет. Здесь именно про мягкое тепло идет речь. Камень уже через 1,5 часа в себя набрал температуру и, в принципе, будет отдавать ее достаточно долгое время. Давайте поговорим немножечко по ценам. Цены на эти печи начинаются от 295 тысяч за низкую версию, то есть она будет из 5 секций состоять, отсюда до сюда получается. И будет в исполнении и металл, и камень, то есть как в нашем варианте. И самая премиальная версия будет стоить 370 тысяч, она будет полностью высокая, как наша, только в исполнении полностью каменный. То есть у нас металл камень, а там будет полностью в камне. Камень будет такой, который в принципе пожелаете. То есть это песчаник, талькомагнезит или пироксенит в 2 вариациях. Давайте сейчас полностью увеличим приток воздуха. Длительность горения, как я говорил, у этой печи высокая. В принципе, как и у всех отопительных печей Астов, коэффициент полезного действия этой печи 80%. Ну, почти у всех печей Астов такой коэффициент полезного действия. 6 киловатт мощности. Ну а с вами был Теплострой, меня зовут Владислав. Подписывайтесь на канал, комментируйте, нам очень важно знать ваше мнение. И до скорых встреч.